Всем привет! Привет! Это новый выпуск «Выживание в лесу». И сегодня мы здесь будем ночевать. Также мы взяли металлоискатели, надеемся найти что-нибудь интересное. Ну и, конечно, нам придется построить какой-то дом для ночлежки. Дальше вы все сами увидите. Жмите кнопку подписаться, а мы пошли выживать. А теперь внимание! Канал Академия Покера разыгрывает крутые призы. Вы можете выиграть 20 тысяч рублей, а также фирменные подарки от Академии Покера. Чтобы выиграть, вам достаточно перейти на канал Академии Покера по ссылке в описании, подписаться на канал ребят и под видео, которое вы видите на экране, оставить любой комментарий. Победители будут выбраны случайным образом уже через 3 дня, 25 июня. Серега, я здесь такие шишки классные нашел. Смотрите, какие шишки, они такие классные. О, как маленькие ежики. О, казалось бы, только пришли в лес. Уже 2:30. Надо делать привал и думать, где бы нам переночевать. У нас даже зимой получилось выкопать яму и сделать себе землянку. Что же будет в этот раз? Смотри, это идеальная основа, чтобы сделать хижину. Кстати, реально, получается каркас. Смотри, обалденно. Тут вообще, смотри, весь рост можно будет сделать. Но еще вокруг много есть больших бревен, которые можно использовать, чтобы сделать стены. Смотри, здесь даже ямка есть, можно ее прокопать, и это будет как холодильник, если... Вот, и можно будет туда класть, там реально будет сыро. А здесь вообще шикарная поля. О, вон тут возле бревна вообще можно вкопать и сделать здесь костер. И тут можно сидеть. Это идеальное место вообще. Короче, сделаем вот здесь вход. Обложим здесь как шалаш, чтобы не было никаких дырок, зазоров, чтобы было уютно ночью, потому что будем ночевать. В общем, строим здесь. Пока Серега трудится, я поищу клад. Если его найду, меня больше в видео вы не увидите. Я уеду на Мальдивы. Смотри, тут везде что-то есть. Напишите в комментариях, вы когда-либо пользовались металлоискателем? Я первый раз пользуюсь. Вот железяка. Где? Вот. А, точно. Я не знаю, как люди находят штуки такие, которым сотни, а то и больше лет. У нас пока только вот такой металлолом. Да. Я нашел очередную крышку. Где железка? Вот. Что это? Ого. Это медальон, там буква Н написано. Серебрем. Каким серебрем? Вот даже медь, она даже окислилась. Стой. Копейка какая-то. Да. Офигеть. Может, здесь еще целый сундук есть. 841 года. Ребята, я стану богатым. А может и нет? Что я? А я? Я с тобой не поделюсь. В смысле ты? Смотри, есть такая буковка и корона. Это буква Н. Николай I. Она треснута. А что, если она треснула, когда тут была война? И она стоит состояние. Я буду еще искать. Вдруг тут целый кошелек был. Или горшок. О, слушай, как пищит. Я сейчас еще целое состояние выкопаю. Вот это проволока. Блин. Я думаю, что дом строить важнее, чем искать монеты, потому что скоро вечер, я погнал строить дом. Елки, друзья, самое то для нашего домика, чтобы было поуютнее. Не полечу я на Мальдивы. Ого, какая хижина. А как моя квартира. Она для нас двоих слишком большая.
Ну, зато... Тут еще 5 медведей поместится. Каркас нашему домику мы сделали с помощью таких толстых веток. И пришло время обкладывать наш домик сосновыми ветками. Проблема в том, что их очень мало в этом лесу, хотя лес сосновый. И мы уже ходим 2 часа, выискиваем их по всему лесу. Ну, становится уже очень, кстати, классно в нашем домике и уютно. Новейшие технологии защиты от комаров. Правда, у меня есть сомнения, что она помогает. У меня тоже есть. Здесь написано, что нужно проколоть вот эти вот штучки, для того, чтобы эта цитронелла тут пахла вся. Get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on. Нам нужно больше золота. Ладно, нам нужно больше вот таких вот хвойных веток, потому что здесь есть вот эти вот колючки. И чем больше их будет, тем меньше будет в домик поступать ветер и дождь, если он, в принципе, будет. Но уже получается классно, я считаю. У нас есть такая штука, называется огниво. И мы этой штуковиной попытаемся разжечь костер. И для этого я насобирал пух одуванчиков. Потому что огниво пускает только искорки, от него нет огня. Сегодня у нас очень много нового. И вот одно из них — огниво. Как думаешь, зажжешь? Нет. Ты, что-то чиркает. Чиркает, ну. О! И всё. Блин! Вы видели, как оно горело? Давай! Там что-то дуть надо еще именно. Давай, гори! Горит! Да, ну дуй! Ура, ну горит! Горит! Давай! Дрова, быстрее! Быстрее! Какие-нибудь дровишки. Блин, ну у нас реально получилось. Скажи, ну это тяжело, Это скажи. кошмар. Ребята, если вы возьмете вот эту штуку, вы потратите минимум полчаса, а то и час, чтобы чего-то добиться. Так Ну, что это если берите лучше с первый собой раз. зажигалку. Ну это если первый раз. Что, подкидывай, пока не потухнет. На улице пошел дождь, и мне здесь нормально. Почти не протекает. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used to. Мы не успели собрать дрова до дождя, потому что мы вообще даже не знали, что он пойдет. Мы так увлечены были домиком, что мокро, видите, вообще. Ребята, наш шалаш получился настолько незаметный, что никто бы не подумал, что это вообще шалаш, и там кто-то может вообще быть и жить. Ну, кустики, да и кустики, и все. Вообще не палится никак. Ребята, хотите ли вы, чтобы мы сняли выживание где-то в другом, каком-то очень необычном месте или в другой стране? Напишите об этом в комментариях и поставьте очень много лайков, и мы тогда это сделаем. And I left my heart with you. There is nothing. Дождь все намочил, теперь невозможно ничего разжечь. I would like to have it back. It's broken and far from intact. Друзья, я сейчас, покажу, какой я Брюс Ли. Перебью эту палку рукой. Я рассмотрел, это не 2 копейки, а 1/2 копейки, то есть это полкопейки. Вот я нашел ее в интернете. Это монета при царе Николае I была. Вот, и сейчас я скажу, какая на нее цена. Что, серьезно? Вот это аукцион. Ну это сломанное. Вот на 16 мая 2019 года 1186 рублей. Ого. Но здесь написано, что она искусственно завышена цена. Я понял. Что еще можно делать в лесу вечером, как не сидеть у костра? Еще можно было бы песни петь, но у нас нет гитар. День пошел
пошел дождь, надо прятаться. Ребята, посмотрите, как у нас тут атмосферно. Серега, вместо того, чтобы взять спальник, напихал в рюкзак лампочек. Зато атмосферно как. Ну это просто получилась помпезная халабуда, реально. У меня везде было очень много халабуд. И на дереве, и в заброшках, и в кустах даже было. Ну вот такой вот не было. Я думаю, это мечта любого ребенка. Вот такую халабуду в лесу иметь, это просто вообще... Хотя помню, было, когда в кустах мы делали еще забор из веток делали. Но все равно не сравнится с тем, что вот мы сделали сейчас. Интересно, сколько человек сюда поместится? Думаю, человек 8-10. Напишите ваше мнение, сколько человек здесь может разместиться, просто вот сидеть. И сколько человек может здесь лежать, к примеру, вот спать. Блин, она большая, представляете, можно даже вот еще здесь. Я люблю большие квартиры, большие комнаты, и также халабуда у нас большая. А еще можно стоять. Это самое главное то, что домик практически не протекает. Местами прокапывает, но по сравнению с тем дождем, который там снаружи, то вообще небо и земля реально. Друзья, костер у нас потух из-за дождя, но я взял какую-то штуку, которая подогревает, какая-то химическая. То есть у нас есть каша, вот, и есть вот такая штука, которая должна подогреть. Короче, получается, нужно налить сначала воды сюда 100 миллилитров, может уже 100 грамм больше уже налил. Вот, потом сюда положить пакет, и этот пакет будет уже разогревать. А вот здесь у нас каша, то есть получается с кашей сразу. Ну, короче, получается суть, что вот этот, наверное, с водой контачит и горячий. Попробуем. А теперь ложим под углом, и оно, получается, должно нагреваться. Ждем. Смотри, идет пар. Оно сейчас лопнет. Что это? Так можно не только... О, ну горячо. Так можно не только еду разогревать, можно в принципе греться. В грелку такое засыпал и греешься такой. Офигеть. Оно вздулось. Ребята, вы понимаете, что до чего дошел прогресс? Теперь, чтобы нагреть воду, достаточно просто химической реакции. Это же надо, чтобы кому-то в голову это пришло вообще в принципе. Разрыв мозга вообще. Давай есть, Едим кашу. Горячий. Короче, вытащил я пакет. Посмотрите, мешок сдулся. Вот этот, который мешочек кидали, полностью вздулся. А он кипяточек. Кипяток. Давай, обожги себе Смотрите, руки. какой он. Подушка. Кстати, очень горячая подушка, можно греться. И каша теплая. Ау! Горячая. Каша. Короче, все. Приятного аппетита. Сережа ест руками. Потому что вилки нет. А какими грязными руками? А что делать? Мы выживаем. Знаете, ребята, все хорошо до тех пор, пока под тебя не начала затекать вода, лазить муравьи, кусать комары, жужжать жуки всякие. А еще я вспомнила о существовании змей и пауков в лесу. И теперь как-то вообще уже не спится, да? Друзья, я думаю, что мы доказали, что мы можем выжить в лесу. Мы сделали крутой дом, крутую халабуду, в которой можно реально переночевать. Вот, мы приготовили еду. Вот, мы сделали все, в принципе. Вот, я считаю, что оставаться здесь до утра такого большого смысла нет, потому что мы просто сейчас заснем и все, и утром уйдем домой. Да, Фикус? Да. Вот, и я думаю, что вы поддержите вообще вот этот наш дом, то, как он получился, лайком. Вот, обязательно напишите в комментариях, где нам еще снять выживание, вот, или что-нибудь снять еще. Ребята, это был очень насыщенный день в лесу. Знаете, такой расслабляющий день. Напишите в комментариях, как давно вы были в лесу и что у вас там было. Пикник, шашлык, что вы там делали, вы гуляли там с классом. Все напишите внизу в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал, если вам интересно за нами следить. С вами был интересный Фикус. Всем пока! 'Cause I sure don't